Здравствуйте, друзья! Всего ничего осталось до старта чемпионата Европы по фигурному катанию. Насколько этот турнир необходим, именно в это время вопрос дискуссионный. Для сильнейших фигуристов предстоящий чемпионат является лишним, ненужным шансом получить травму, либо заболеть перед главным стартом сезона. А так как до Олимпийских игр остается буквально 3 недели, то на восстановление попросту не останется времени. Однако для средних фигуристов чемпионат Европы – это прекрасная возможность добыть медаль на большом турнире. Но, похоже, в случае с составом нашей сборной на Олимпийские игры чемпионат Европы – это еще и дополнительный способ отбора на главный старт четырехлетия. Пока в других странах спортсмены вовсю заняты подготовкой к Пекину, наши фигуристы до сих пор не знают, кто же поедет в Китай от России. Неспроста Федерация фигурного катания России до сих пор не опубликовала окончательный список участников на Олимпиаду, объявив только обладателей квот на европейское первенство. Скажу честно, из всего сказанного в медиапространстве после чемпионата России меня больше всех смутили слова Поповой, подруги Туктамышевой, о том, что Елизавета продолжает усердно тренироваться и ждет чемпионат Европы. Думаю, Лизе еще тогда уже на что-то намекнули. Если вы думаете, что состав на Европе далеко не самый сильный и ниже 3-го места Щербакова никак не упадет, и этого будет достаточно, чтобы подтвердить свое место в заявке на Олимпиаду, боюсь, вы ошибаетесь. Да, Анна наверняка ниже пьедестала почета не опустится, что прекрасно понимает та же Елизавета Туктамышева, но это не мешает ей надеяться и продолжать активно тренироваться. Боюсь, что на результат Щербаковой будут смотреть не через призму возможных медалей, а сравнивая ее баллы на европейском первенстве с баллами Туктамышевой на чемпионате России. А вот здесь и становится понятно, почему шансы у Елизаветы остаются. Думаю, ни для кого не секрет, что национальное первенство судится несколько иначе, чем международные. На внутренних соревнованиях, особенно перед крупными турнирами, местные судьи ставят очень щедрые оценки. Прекрасный пример – последний чемпионат США, где Нейтан Чен с 2 падениями набрал 330 баллов. И прошедший чемпионат России не был исключением. Елизавета и Анна набрали несколько больше, чем обычно ставят за прокат с подобными ошибками на международных стартах. Если учесть информационную атаку на результаты чемпионата России, которую активно продвигали зарубежные СМИ, ожидать благосклонности судей на чемпионате Европы в адрес Щербаковой точно не стоит. Поэтому, как мне кажется, если Анна снова не прыгнет четверной, она наберет баллов меньше, чем Елизавета на чемпионате России, и тогда Федерация фигурного катания спокойно сможет отдать заветную путевку Туктамышевой. Опять же отмечу, лично я против Елизаветы Туктамышевой ничего не имею, и перед чемпионатом России уже сообщала, что буду рада за любую фигуристку, если она заслужит место в сборной в честной борьбе. Анна выиграла у Елизаветы 15 баллов и в моем понимании поставила точку в очном соперничестве за квоту. Но вот то, что началось после национального первенства, я совершенно не понимаю. В последнее время Федерация фигурного катания, на удивление, принимала вполне адекватное решение, и всяких там отборов в лесу под определенных спортсменов перестало проводиться. Надеюсь, Федерация продолжит в том же духе, основываясь в первую очередь на спортивных принципах. Друзья, нам очень нужна и важна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.